Представьте, что вы стоите на краю обрывистого утеса, а ветер завывает в узком горном проходе, шепча истории о цивилизациях, давно канувших в лету. Высоко над миром, в складках суровых вершин и потаенных пещерах скрываются одни из самых загадочных реликвий человечества. Древние места, пережившие тысячелетия, но все еще окутанные тайной. От священных храмов, высеченных в отвесных скалах, до жутких мест жертвоприношений и необъяснимых артефактов, горы всегда были больше, чем просто природные великаны. Это капсулы времени, хранящие секреты верований, борьбы и изобретательности наших предков. Сегодня мы отправимся в глубокое путешествие по самым захватывающим древним горным находкам, чтобы раскрыть, что эти изолированные места говорят нам о прошлом человечества и, возможно, о нашем будущем. Приготовьтесь, ведь это будет путешествие на грани неизведанного. Начнем с пещерного храма Нанакхат в западных Гатах Индии, места, которое словно вышло из приключений Индианы Джонса. Этот храм, расположенный в горном проходе в 75 миль к северу от крупного современного города, был не просто остановкой на торговом пути II века до нашей эры. Название Нанакхат переводится как «монетный проход», намекая на его роль как пункта сбора пошлин для купцов, пересекавших суровые горы со своими караванами. Но что делает это место по-настоящему интригующим, это надписи, высеченные на стенах пещеры на древнем индоарийском диалекте. Эти тексты, которым более 2000 лет, не просто перечисляют пошлины или товары, они рассказывают о индуистских божествах, древних ритуалах и династии Сатавахана, которая когда-то правила регионом. Интересно, что в этих надписях переплетаются ведические и индуистские элементы, указывая на переходный период в религиозной истории Индии. Пещера словно была перекрестком не только для торговцев, но и для духовных идей, где старые ведические традиции сливались с зарождающимся индуизмом. Обнаруженная в 1828 году простым путешественником Уильямом Сайксом, не археологом, эта находка напоминает, как случайность может открыть историю. Но почему храм построили в таком удаленном проходе? Был ли это приют для усталых путников, священное место для ритуалов или и то, и другое? Загадка остается, побуждая нас размышлять о жизни тех, кто останавливался здесь тысячелетия назад. Теперь перенесемся на другой континент, в Анды Южной Америки, где на вершине горы Льюлья-Яко была сделана леденящая душу находка. На высоте 22 тысячи футов альпинисты наткнулись на останки 3 инкских детей, удивительно хорошо сохранившихся благодаря морозу. Эти мумии, одни из самых сохранных в мире, не были жертвами несчастного случая. Они стали частью ритуального жертвоприношения, известного как капачоча. Детей одурманили кокаином и алкоголем, а затем замуровали в пещере как подношение богам. Инки практиковали детские жертвоприношения для важных событий, таких как смерть вождя или умиротворение богов во время кризисов, например, голода. Жутко то, с какой тщательностью проводились эти ритуалы. Детей, часто из знатных семей, выбирали с одобрения императора, а их смерть считалась священным долгом. Но зачем забирать их на такую экстремальную высоту? Была ли высота символической, приближающей к божественному? Или это был практичный выбор, чтобы тела оставались замороженными и сохранялись вечно? Эта находка поднимает и этические вопросы. Как нам примирить изучение этих останков с трагедией их смерти? Это суровое напоминание, что древние культуры, хоть и сложные, часто руководствовались верованиями, которые нам сегодня кажутся чуждыми. На другом конце света, на острове Сюдосима в Японии, разворачивается еще одна горная загадка. Пещерные храмы, расположенные на головокружительных скалах. Эти священные места, когда-то обитель монахов, искавших уединение, свидетельствуют о человеческой решимости. Веками назад доступ к этим храмам означал подъем по отвесным скалам с помощью цепей, подвиг, кажущийся почти сверхчеловеческим. Посвященные таким фигурам, как Коба Дайси, основатель буддизма Сингон, эти пещеры хранили источники, которые, по преданию, создал сам Коба, ударив посохом о землю. Храм Канпира, расположенный на невероятной высоте, кажется невозможным. Как древние строители поднимали материалы на такие утесы? Ответ, возможно, кроется в духовной мотивации монахов, для которых изоляция была путем к просветлению. Сегодня к храмам ведут современные дороги и лестницы, но их мистика сохраняется.
Они напоминают, что горы были не просто физическими барьерами, а духовными рубежами, где люди стремились выйти за пределы обыденного. Отправимся в Иорданию, где маленькая Петра, менее известная сестра знаменитой Петры, скрывается в песчаниковом каньоне. Высеченная в скалах, как и ее старший собрат, эта набатейская стоянка первого века нашей эры, вероятно, служила пригородом или торговым постом для купцов шелкового пути. Ее меньший размер не умаляет ее значимости. Сложные резные здания, сливающиеся с каньоном, демонстрируют архитектурный гений набатеев. Однако после римского завоевания и разрушительного землетрясения маленькая Петра была заброшена и перешла к бедуинам. Исследовано лишь 15% Петры и ее окрестностей, и это заставляет задуматься, какие еще секреты скрыты в этих горах. Может ли маленькая Петра раскрыть тайны торговых путей или социальной структуры набатеев? Ее изоляция сохранила ее, но и скрыла от мира до современности. В горах Уинд-Ривер в Вайоминге серия древних деревень на высоте 9000 футов переворачивает все, что мы думали о доисторической жизни в Северной Америке. Обнаруженные археологом Мэтью Стерном и его командой, эти 13 поселений, некоторым из которых более 2000 лет, принадлежали предкам племен, таких как Шошоне и Команчи. Эта находка опровергает мнение, что высокогорья использовались только для путешествий, а не для жизни. Найденные жернова для сосновых орехов указывают на устойчивый источник пищи, намекая на процветающую культуру, адаптированную к суровым условиям. Сравните это с Мачу-Пикчу инков, построенным на схожих высотах, и становится ясно, что древние народы не просто выживали в горах, они процветали. Эти деревни, как High-Rise Village на 11 тысяч футах, говорят о сложном понимании окружающей среды. Но кто были эти люди? И почему они выбрали такие экстремальные места? Ответы все еще скрыты в альпийской тундре. Пожалуй, одна из самых загадочных находок – это потерянный город Аккадской империи в горах Загрос в Ираке, датируемый 4000 лет назад. Этот город с фундаментами зданий, торговыми табличками и следами ирригации был оживленным центром на краю первой империи Месопотамии. Таблички, перечисляющие товары, такие как мука, дают представление о повседневной жизни, но роль города, торговый пост или региональная столица остается неясной. Аккадская империя простиралась от Турции до Персидского залива, и эта находка подчеркивает, как горы служили границами и связующими звеньями в древних торговых сетях. Это напоминание, что даже в колыбели цивилизации есть истории, которые ждут своего часа. И, наконец, гигантский геоглиф лося в Уральских горах Сибири, каменный контур длиной 900 футов, созданный между 4000 и 3000 лет до нашей эры. Найденный в 2011 году, этот неолитический шедевр создавался целыми общинами, включая детей, которые рыли траншеи и укладывали камни. Его назначение – загадка. Церемониальное, территориальное или что-то еще. Уникальность геоглифа в регионе делает его еще более таинственным, ведь ничего подобного поблизости не найдено. Видимый только с воздуха, он говорит о культуре с видением, выходящем за рамки их насущных нужд, возможно, общавшийся с богами или отмечавший свое место в космосе. И вот философский вопрос. Почему древние народы тянулись к горам? Искали ли они защиты, как в неприступном городе Термессос в Турции, который даже Александр Македонский не смог захватить? Или стремились быть ближе к божественному, как в случае с жертвоприношениями инков или алтарем Зевсу на горе Ликион, где останки подростка намекают на редкие человеческие жертвоприношения? Горы с их величественным присутствием всегда символизировали вечность, недостижимое. Это места, где люди сталкиваются со своими пределами – физическими, духовными и интеллектуальными. Но эти открытия заставляют нас переосмыслить наши предположения. Деревни Вайоминга и пещера Чикиуит в Мексике с артефактами, отодвигающими присутствие человека в Америке до 26 500 лет назад, говорят о том, что наши предки были гораздо более адаптивными и распространенными, чем мы думали. Раскрывая эти горные тайны, мы не просто находим артефакты, мы собираем по кусочкам человеческую историю. Каждая пещера, храм или геоглиф – это фрагмент большой мозаики, побуждающий нас задавать вопросы о том, что мы знаем о прошлом. Есть ли еще потерянные города, ждущие в облаках?
Могут ли другие горы хранить секреты, которые перепишут историю? В следующий раз, глядя на гору, помните, она может скрывать не только скалы и снег, но и эхо наших предков, ждущих, когда их услышат. Что вы думаете? Почему древние строили в таких экстремальных местах? Делитесь своими мыслями в комментариях, и если вас так же завораживают эти тайны, как и меня, не забудьте подписаться. Впереди еще больше путешествий в неизведанное.